Огромное количество собираются завести мигрантов из Индии, Бангладеш, других стран Южной Азии, устраиваются они на тяжелую физическую работу, сразу скажу, что нет, но я тут, смотрите, тут интересные нюансы в этой новости. Публикует Радио Свобода, и речь идет про то, что в Украине начали высказываться о том, что нужно, мол, вот так хорошо управляем своими войсками, что почти не осталось населения. И поэтому его надо заменять гражданами. А вот дальше самое любопытное. Дальше те, кто на моем канале давно, если кто-то из Украины зайдет, я не могу, наверное, еще 1000 раз придется повторить, потому что я уже 1000 раз рассказал о том, как это работает, все уже 1000 раз предсказал, потому что, короче говоря, суть в чем. Вам начнут говорить, что нужно для работы. Завозить начнут по миллиону, не знаю, может уже завозят, вы их не увидите. В новости, я даже с ней ознакомился немножко, вот это Радио Свобода, там расписывается, что вы их увидите. Нет, не увидите. Ну так, некоторое количество, конечно же, будет, заводить будут огромное количество, они куда-то будут деваться, а потом начнется огромное количество замечательных дел за галочку-палочку со стороны правоохранительной системы, которые будут регулярно вам раскрывать дела по мефедрону, по нападению на несовершеннолетних и по прочим другим делам, продиктованным, честно говоря, теми самыми радикализмами, которые сидят в основе их воспитания, когда они растут в условиях традиций шариата. Больше того, в Украине уже... Я почему говорю с уверенностью, что так и будет? Потому что я вижу одни и те же страны. То есть я не вижу, чтобы приглашали из каких-то других стран. Латинская Америка, Индия, Бангладеш, Южная Азия, вот Афганистан только что-то нет. Но Афганистан пока боятся. Говорит уж, как говорится, свежие воспоминания и свежи там новая власть, как бы, от которой глянешь, вздрогнешь. Особенно, когда глянешь, что они делают с женщинами. Вот, поэтому этих не озвучивают, но не сомневайтесь, уже везут. В России, например, уже есть диаспора их. Так что я не знаю, кстати, пишите из Украины, может у вас уже тоже их диаспора есть. Я к чему? Самый главный ключ, чтобы это не выглядело так, что я там цепляюсь, там вот эти мне нравится или не нравится, не в этом дело. Что везут очень однобоко и очень очевидно определенной не столько национальностью, сколько по вероисповеданию выбирают исламистов, причем таких достаточно радикальных. Так что те, кто на моем канале не первый день, не первую секунду, те уже знают, я уже надоел всеми рассказами и указываниями на странности, когда завозят по миллиону, и очевидно не для того, для чего, под видом чего их везут. То есть это организованная преступность, она всегда промышляет именно вопросами торговли людей, кстати говоря, нелегальная миграция, полулегальная миграция, вот этот завоз огромного количества людей, зависимые, они зависимы, и местное население, больше 5% другой культуры, я сейчас вот рассказываю тоже так, вершки, больше 5% другой культуры в стране, в которой другая культура какая-то, обе даже если культуры хорошие, обязательно начнут приводить к созданию анклавов, которые будут противостоять местному населению, кто бы они ни были, хоть святые. Вот святые будут противостоять не святому местному населению, это обязательно. Так что, а если еще и были потери у населения, ни в коем случае никаких завозов, это просто абсурд, это уничтожение страны, только каким-то образом, значит, спасать людей, своих, каким-то образом, поднимать ту самую рождаемость, да, вот ту самую демографические вопросы, их решать, поддержкой молодых семей, то есть это только так делается. Завезете других, во-первых, это автоматические конфликты, потому что, еще раз, да, то есть 5% другой культуры наберется очень быстро. И конфликты будут просто автоматически, а дальше будут кейсы политические, которые будут нарабатываться на национальном вопросе. Самая удобная, самая вкусная тема для любого политического конъюнктурщика. Вот что я вижу, но самое главное, что просто, просто я уже об этом говорить устал про одну страну, но значит, видимо, у меня открывается вторая серия, будем говорить, когда в Украине начнется то, что там начнется обязательно. Взлет преступности, взлет преступлений против несовершеннолетних. Кстати, не забудьте подписаться, если кто-то еще не подписался, потому что я в ближайшее время буду делать такой подробный разбор от националистов. Я даже где-то, такое рабочее у меня название, это будет, наверное, «Воробьи Китая». Для тех, кто не знает эту историю или не помнит, в 50-х годах Китай уничтожил тех, кто им очень не нравился, националистов. Я ассоциирую с ними. То есть националисты, конечно, плохие, такое неизбежное зло, но они всегда на стороне народа, то есть они в чем-то нужны вообще-то. Да, так вот, полк Азов они создали, так вот, если да, говорить для украинцев, для них это близко и памятно. И вот китайцы начали уничтожать воробьев, почему? Потому что зимой их начали уничтожать, потому что они поедали у них зерно. И уничтожили не просто почти всех, много, их уничтожили всех. 2 миллиарда особей. Вот, просто бегали с палками, не давали им садиться на землю и погибали.
Вот, и они уничтожили всех воробьев зимой. А потом приехали мигранты. А потом наступило лето. И то, кого уничтожали воробьи, саранча, всякие букашки, какашки, все это нахрен сожрало у них их поля. Никакого зерна у них больше не было. Был самый мощный голодомор. Так что, как говорится, история знает свои примеры. Главное не доводить, быть осторожными. Еще раз повторяю, это очень провокационная тема. Будьте осторожны, берегите себя. И я ее, конечно же, попозже разберу более подробно. Такая ситуация, то есть все, очень часто все дублируется. Ну, как говорится, я бы сказал, коммунисты и там, и поэтому методы крайне узнаваемые, но это очень обижает коммунистов, а я не люблю никого обижать. Ну, называйте это, не знаю, властолюбцами, не знаю, едим все, что едим. Как хотите, короче говоря, так и называйте. Все те, кому не нравился полк Азов, националистов, которых очень любил народ. Кстати говоря, наполовину вот этот полк Азов был создан из сбежавших русских из России, когда начали уничтожать. Но эту тему тоже надо поднимать подробно, потому что многие могут этого не знать, просто кто-то не помнить. Антифа. Антифа это чистые были такие радикальные северно-кавказского выходцы. Они играли в антифа. Ну и по сей день, кстати, играют. Ну это вы наблюдаете, я полагаю. Вот эти антифа, они уничтожали ФА, а ФА сбежали на территорию Украины. Это единственная страна, которая вот по особым каким-то причинам поддержки самого народа, там народ особенный в Украине, они позволили создать у себя достаточно радикальную организацию, вот этот самый полк Азов. Никакая другая страна этого никогда бы не позволила, конечно же. Ну, потому что это радикальная организация. Вот, а эти позволили. Вот, и поэтому они там объединились, и такое, в общем, камешек раздора. Все их боялись, их страшно их любил народ. А народ в Украине, здесь важно уточнить, мне как-то попадалось в свое время дело, которое очень характеризует само народонаселение Украины. Однажды был случай, такого и в России много, вот и кто из России меня смотрит, вот просто привожу вам пример, в чем небольшая разница вот этих одних славян, других славян. Ну, бывают болгары, да, то есть славяне все тоже разные, то есть тоже свое какое-то наследие и столетия каких-то особых условий проживания, да, предлагаемые обстоятельства. Короче говоря, менты сбили человека и уехали. Это было в Украине. Вот. И не смогли уехать, их поймали местные, ну, тут какие-то свидетели, их украинцы поймали, поймали. Аккуратно их вынули из машины, вот так, значит, вы понимаете, вот так, и начинают с ними разговаривать. Говорит, что же вы так? Зачем же вы, значит, раздавили товарища человека, понимаете? Вот, к тому моменту, когда они с ними разговаривали уже некоторое количество минут, очевидно стало для действующей власти, что вот-вот, значит, не выдержит этот разговор представителей этой самой власти. И спецназ вызвали для чего? Разогнать недовольных людей, у которых на глазах сбили украинцев, что ли? Нет. Попытаться как-то вытащить замечательных полицейских, там, как они там называются, не знаю, гаишники или кто-то такие, в общем, были. Вот, вытащить их из этой толпы и сказать: толпа, извините, все. Ну, там, они вытащили, как-то слепили обратно, там, не знаю, на клей, там, в общем, жизненно важных органов нет нигде. Вот, и утащили, и все. Вот такой инцидент был. Я к чему? К тому, что там иногда умеют высказать и власти, и не власти, и такие, они очень принципиальные товарищи. Вот, так что тоже такое важное уточнение определенных, да, культурных особенностей, которые крайне не любят, ну, некоторые не любят. Вот, в России очень не любят, некоторые такие, которые активно не любят украинцев. Вот не любят за это. За то, что они не очень покладистые, за то, что они не очень халуйские, среди них такие, по крайней мере, очень сильно попадаются. И когда они ловят ментов, которые только что совершили преступление, то у спецназа одна задача, просто чтобы от этих ментов хоть что-то осталось. Чтобы родственникам принести не только один глаз, ухо и еще чего-нибудь одно. Вот, ну, чтобы как-то, вот, может быть, немножко подрихтованного, но целиком доставить домой. Вот. Так что вот такая у них задача. Понимаете, не митинг разгонять, а выдернуть тех, кто пытался что-то там, значит, не так сделать. Вот, ну это к слову, опять же, да, культурные традиции, конечно, надо учитывать, чтобы рассматривать те или иные криминальные дела и опасные затеи. Вот здесь затея, конечно, опасная, но посмотрим, как она во что разовьется. Не первая новость мне попадается, что пытаются сейчас и на Украину начать завозить, значит, вот эту радость.
Посмотрим, послушаем. Подготовка уже давно ведется, присмыкаются, да, ну вот еще раз, да, вот есть кто-то ведет боевые действия, да, с какой бы стороны, там, допустим, человек не выступал, под видом его, там, его поддержки, да, втюхивают какие-то очередные анклавчики, которые там, а сами сидят, естественно, выживают, да, ну, так, как пример, возможно, не знаю. Да, пишите те, кто видит, те, кто знает, особенно, да, оттуда, с тех территорий, на которых я сейчас не могу побывать. Как-то летел через Украину, меня пограничник спрашивает, там, что-то меня спрашивает, вы бывали в Украине или в Крыму, он меня спрашивает, бывали? Я говорю, конечно, много раз. Он так на меня смотрит. Я говорю, дорогой мой, я бывал в детстве, у меня дедушка из Кривого Рога, и он очень любил это место. Я там много раз был, но я бывал в Советском Союзе. Ты не слышал, не помнишь и не знаешь, что это такая была страна. Я говорю, я, естественно, бывал. Это не было связано с пересечением государственных границ. Вот, ну так, просто. Я еще раз, да, не надо, эффект коридора опасная штука. Неплохо бы кругозор, посмотреть на мой возраст и догадаться, что твой вопрос, он как бы, значит, надо его уточнять. Допустим, там, в таком-то году бывал, не бывал, тогда уже будет попроще в разговоре. Вот, ну это так, слово опять же, да, то есть нельзя зацикливаться, надо понимать, мир воспринимать, используя весь кругозор, все свои уши, глаза и впереди, и на затылке. Тогда будет проще, и во всем мы с вами разберемся. Всем здоровья, процветания, друзья мои, и вашим близким, конечно же, тоже. Берегите себя, это самое главное.